Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искреннем, добром, честном слове поддержки, вы попали на нужный канал. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада. Серый кардинал. Твоих неудач. Кто дружит против тебя с твоими врагами за твоей спиной? Вы никогда не задумывались, почему ваши враги так подозрительно осведомлены о ваших шагах? Почему каждый ваш козырь оказывается бит еще до того, как вы его выложили? В вашем окружении есть серый кардинал, человек, которому вы доверяете ключи от своих планов. Но он не хранит их, он делает дубликаты и отдает тем, кто мечтает о вашем провале. Сливает вашу дружбу, вашу информацию. Эта дружба у него на два фронта, где вы главная мишень. Он мост, по которому ваши недоброжелатели заходят в ваш тыл. Узнаем сегодня лицо этого недоброжелателя, насколько узнаем, вы там защищены, какую же тайну он сделал, вашу тайну он сделал достоянием общественности. Посмотрим. Ну, хотя бы узнаем портрет этого предателя, да, дабы вы четко понимали, с кем стоит иметь дело, с кем стоит умалчивать о своих планах на будущее. Так, для начала делаю вашу сигнификацию, девочки. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Девочка у меня выходит посланник высших сил, очень добрая, эмпатичная, заботливая мамочка, нежная. У кого-то род деятельности связан с помощью, поддержкой. В принципе, такой человек не пройдет мимо других людей, которые в беде оказались. А большой ребенок, где-то умеете радоваться жизни, можете быть по-детски какой-то эгоистичной. Тут вот хочу, вот как хочу куклу, да, в детстве, вот именно эту я хочу, пускай она будет там, я не знаю, как надо сказать, кривая, косая, пускай она будет, вот, а я хочу именно эту, и пофиг мне, дайте мне эту куклу. Ну, когда мы становимся взрослее, хочу этого мужчину и все, да, ну, я утрирую, но вы поняли, да, подтекст. Так, ладно, сейчас, в вашей жизни тут, понятно, как у многих из нас была потеря, утрата какого-то мужчины, но взаимоотношения с этим мужчиной наложили огромный отпечаток на вашу нынешнюю жизнь и накладывают, продолжают накладывать по полной. Смотрите, физически, на физическом плане этот мужчина, ну, надеюсь, жив-здоров, но рядышком с вами его нет, да, это как фантом его. И этот фантом вцепился вам в горло, не отпускает вас. Мало того, что он вас не отпускает, тут еще вы поддерживаете его рукой, воспоминания о нем удерживаете, но не готовы до конца 100% отпустить. Может быть, всех новых там мужчин, всех, которых встречаете, подсознательно сравниваете с этим бывшим каким-то или несостоявшимся. При этом еще у кого-то может быть тут еще мужчина сверху, да, профиль. То есть уже у вас взаимоотношения могут быть с каким-то мужчиной. И опять-таки, с этим же мужчиной могут отношения не очень-то и ладиться или не ладиться, но опять-таки, вот этот вот какой-то фантом из прошлого коррективы свои вносит, да. У кого-то из-за неудачи, невозможности построить с этим мужчиной взаимоотношения, ну, это сподвигло вас увлечься эзотерикой, психологией. Тут карта вышла: ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями, женщина, которая, ну, захотела найти ответы на вопросы, которые ее мучили, не давали спать спокойно. При этом идет уже, ну, скажем так, разочарование у кого-то в мужской половине человечества, да, у кого-то в принципе во взаимоотношениях. Тут может быть наивной, доброй, где-то большой ребенок, да, милосердной, в принципе, такой девочки, светлый человечек. А вы тут, я не говорю, что прям превратились, но, скажем так, меняетесь, трансформация ваша происходит. Вы уже тут из-под бровок зыркаете с этим кинжалом наперевес, и его держите перед собой и показываете: я уже научилась свои рамки, границы
выстраивать, да, аккуратненько, я могу дать отпор, со мной больше какие-то токсичные форматы не прокатят, не надо пытаться, хватит. Ну, может быть, вот болезненный опыт был, поэтому, ну да, показано это прошлое. Вот это прошлое, оно действительно накладывает огромный отпечаток на ваше нынешнее состояние. А и первая карта компас, это, скорее всего, вы пытаетесь сейчас, как бы там тут печально не складывались взаимоотношения, нащупать тот свой путь, тот самый, да, может быть рядом карта солнышка, открыть какие-то дороги, которые вы там мечтали, может это реализации больше касается. Мне такое, как будто бы это исключительно ваших каких-то чуть ли не женских, детских, да, чуть ли, у кого-то женских, детских мечт. Я не вижу тут парной карты, то есть скорее всего, по карте компас вы хотите нащупать вот этот путь, дорогу, для того, чтобы раскрыть свой потенциал, раскрыть, где-то реализовать себя. Может быть, какую-то ту самую заветную мечту реализовать. В общем, даже это можно считать. Вы хотите найти этот по компасу путь, дорогу к своему какому-то кайфовому состоянию, где может быть опираться исключительно на себя. В этом нет ничего плохого, да. Где-то по солнышку будьте счастливы, как ребенок, вот без оглядки на кого-либо, на что-либо. Вот почему-то, мне кажется, вы ищете вот это состояние. Для вас это очень важно сейчас это найти. А тут в прошлом болезненные были взаимоотношения, как-то все это так наложило отпечаток, скажем так. Все, мой хороший, такая ваша сигнификация у меня вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Смотрим. Серый кардинал твоих неудач. Кто дружит против тебя с твоими врагами за твоей спиной? Первое. Насколько защищенной ты себя чувствуешь? Да, вообще ваше состояние. Где реальная дыра в твоей защите? Смотрим. Портрет предателя. Его, ну, там какие-то выдающиеся черты лица, да, ну уж не знаю, характера, что-то такое, вы поймете, о ком речь. Его маска в общении с тобой, какую маску он носит, там, маска учителя, наставника, заботливой, там, уж не знаю, подруги, коллеги по работе, не знаю, посмотрим сейчас. Следующее, с кем именно из твоих врагов он поддерживает связь, явки, пароли. Какую твою тайну он уже слил, этот товарищ, да, уже сделал достоянием общественности. И как вывести этого товарища на чистую воду, как обезопасить себя. Ну, давайте пробуем. Начинаем. Первое у нас. Насколько защищенно ты себя чувствуешь? Ну, как сказать. Ух, бог ты мой. По Иерофанту, Иерофант самая светлая карта в колоде, я считаю. Это характеризует вас как человека очень доброго, опять-таки светлого. Тут духовный рост, развития. Верите, конечно, верили очень долго, как это, ой, опять-таки в это все доброе, светлое, в человечество, в какие-то, может быть, замечательные качества, которыми наделяли, может быть, всех встречных, поперечных, опять-таки. Ну, каждый сквозь призму собственного восприятия мира, сквозь себя, да, пропускает это. Вот вы, скорее всего, добрый такой, даже, может быть, где-то слишком добрый, слишком наивный в чем-то человек. Мне показано, сейчас вы не чувствуете себя защищенной. Раньше, может быть, вот считали, да, себя. А сейчас вот как свинью подложили, подмена понятий, и вы говорите, я ж к ним по-доброму. А все равно, вот, может быть, сталкиваетесь с тем, что люди там улыбаются вам в глазки, да, там что-то какие-то хвалебные оды поют, комплименты расточают, да, а потом вот как свинья, свинью подкладывают, и карта токсичность. Узнаете там, что люди тут же за вашей спиной какие-то гадости могут про вас говорить. Эту информацию, которую из вас выуживают, тут же могут перекручивать, да. Ну, как-то так, не чувствуете вы себя защищенной, нет, нет. И тут уже это не то, что там на ровном месте. Если бы вот так было, я бы сказала, тут, да, вот в прошлом там было, а сейчас вы там все-таки в человечество верите, а тут скорее разочарование в людях. И этому есть реальные какие-то примеры. Уже не один раз вам эту свинью подкладывали, уже не один раз вы
не то, что там ошибались, обманывались, да, в людях. Ну, опять-таки. Вот мне так идет. Так, и реальная дыра в вашей защите. Какая реальная дыра в вашей защите? А знаете, у вас ваша зона комфорта, да, ваша какая-то выстраданная, может быть, зона комфорта, она является для вас этой же реальной дырой. Может быть, знаю, что это ваше какое-то уязвимое место. Для кого-то почему-то мне тут так идет, знаете, вы, может, и хотели бы изменить свою жизнь, конечно, как все мы хотим, в лучшую сторону, но, может быть, не решаетесь, тот самый последний решительный рывок сделать, да, у кого-то вот не хватает смелости, может быть, боязнь, опять-таки какие-то страхи, ну, да, ну, неуверенности, страх утраты того, что уже есть. И вот, скорее всего, вот в этом ваша какая-то уязвимость. Вы тут сами себя отчасти вот стопорите, да, но вот эти вот люди, они, кстати, очень, ну, вот этот человек какой-то, мы будем смотреть серый кардинал, он прекрасно считывает, он знает ваши не то что не недостатки, а ваши слабые места. Где-то ваш характер уже изучил, где-то вот модель поведения вашу изучил этот человек. То есть ваши, вот, может быть, там, не знаю, выведут вас из себя, кто-то так как-то не очень себя корректно поведет, и вы тут как вот вспышка гром среди ясного неба, там можете там, все, нафиг, в эретические дали всех посылаю, вычеркиваю своей жизни. Ну, я утрирую, ну, допустим, все, или меня место работы, место жительства, на Луну улетаю. Но при этом показано, вы походите тут что-то тут, а потом хоп и назад все на круги своя возвращается. Повторюсь, у кого-то вы можете не доводить начатое до конца. Все ваши угрозы, опять-таки, сменить свою жизнь, сделать какие-то шаги, так и остаются незавершенными шагами. И тот, кто знает о ваших таких вот периодически качелях, да, о моментах вашей жизни, о том, как вы можете реагировать. Этот человек может манипулировать вами и вовремя вас направлять в нужное для него русло. Тоже, кстати, вот реальная дыра в вашей защите — это страх перемен, страх неудачи. И, кстати, по вот этой карте очень похоже, вы можете поддаваться каким-то, ну не знаю, там может быть лесть, какие-то комплименты. При этом, скорее всего, вы понимаете, да, где искренне, а где не особо, но все равно вы как-то на это реагируете, все равно вам приятно. Нельзя сказать, что вы там лишены, ну, скажем так, у кого-то это чистолюбие, у кого-то это элементарно нуждаетесь вот в этом одобрении. Вот как еще из детского садика, да, может быть, там воспитательница хвалит, вот ты молодец, там Катюша, Светочка, вот. Вот что тут мне такое идет? Вот это то же самое. Вот, реальная дыра в защите — это может быть желание показать, насколько вы классные, насколько вот это одобрение услышать. У кого-то так. Угу. Так, портрет предателя. Его маска это потом будет. Портрет предателя. Ух ты, портрет предателя — это настоящий, какой он есть. Так, вампир, любящее сердце, оппозиция. Ну, это тут такой товарищ. Сейчас сначала посмотрим, это женщина или мужчина. Давайте, да? Портрет предателя. Это мужчина или женщина? Дьявол. Мужчина или женщина? Король мечей. Капец. Это какой-то мужчина, король мечей. На самом деле холодный, рассудительный, но по дьяволу тут может и какие-то интриги плести. Быть очень, с одной стороны, может быть чувственным, сексуальным, может находить подход к любому, при этом свои цели использует, при этом может идти по головам.
вампирчик, который может влюблять в себя, карта сердца. Тут 100% можешь влюбиться и забыться, да. Вампир-потребитель больше привык брать, чем давать. И карта оппозиция, тут, скорее всего, периодически после вот такой влюбленности, эйфории в этого мужчину, скорее всего, наступает период, где вот это по дьяволу вылазит его какие-то тайны, может быть, двойные стандарты, какая-то двуличность. И, скорее всего, ты потом можешь в карта оппозиции, ну, как минимум, быть с ним в напряженных взаимоотношениях, не доверять уже. Вот такой портрет этого предателя мужчины у меня вышел. Маска в общении с тобой. Он не глупый, он очень хитрый, манипулятивный, хороший психолог. Маска в общении с тобой. Человек может всячески поддерживать ваши страхи, усугублять их, на них, как это, паразитировать даже на ваших страхах. Вот он это прощупывает, у любом человеке он найдет вот эти вот, у кого-то боязнь, я не знаю, показаться там смешным, быть осужденным, порицание социума, да, у кого-то страх отторжения, у кого-то там страхи, какие страхи еще? Страх оказаться за бортом, я имею в виду, там, без какой-то там работы, средств к существованию. У кого-то страх это потеря близких, родных. Ну, разные страхи. Он прекрасно знает, как бы нащупывает вот это вот точки болезненные. Так вот, маска в общении с тобой, он эти страхи сразу считывает ваши, по хамелеону настраивается, и при этом человек держит вас как в завязанными глазками, да, как вот в неведении. Знаете, как будто бы той информации, которая действительно вам нужна, правдивой, минимум будет. А он тут умеет в воздухе переобуваться по этой карте хамелеон. И опять-таки пытается использовать вас в своих целях, в темную, вслепую. Ну, как марионеткой вас вот, пытается, знаете, дергать за ниточки. И в какой-то ситуации он может одно говорить, в другой ситуации может противоположное. Тут вроде как подстраивается, но при этом, повторюсь, ясности не дает. Вы как завязанными глазами, как слепая бредете где-то. То есть это точно нет у вас ощущения, что человек там искренен с вами, открыт. Так, с кем именно из твоих врагов он поддерживает связь? Дьявол, разбитое сердце, финансы. Я не знаю, девочки, если это там рабочие какие-то взаимоотношения, да, это коллега по работе, допустим. Почему я так говорю? Потому что тут финансы каким-то образом завязаны. Финансы, то есть где-то вы, может, в одном коллективе вы зарабатываете деньги, или ваши планы на заработок, на вашу реализацию, в общем, что-то такое, то тут я могу сказать карта дьявола и карта разбитое сердце. С кем именно из врагов? Из тех людей он поддерживает связь, как, ну, сговор, да, если можно сказать, находит общий язык с теми, от кого вы материально зависите, к сожалению, так. Ну, отчасти, я надеюсь, да. Поддерживать связь с теми, кто может, ну, реально причинить вам финансово, как это сказать, финансовая сторона, скажем так, потери. У кого-то это элементарно, допустим, люди, которые могут там, если это нормированная зарплата, это одно, а там, если есть какие-то бонусы, премии, то эти люди могут повлиять на эти премии. Могут там, если, не знаю, там бизнес, объем проектов, каких-то заказов, опять-таки эти люди могут повлиять. В общей сложности, как будто бы ваша заработная плата, вы денежно можете потерять. Эти люди имеют вот, власть, скажем так. Ну, почему-то так. Каким-то боком, как будто бы эти люди могут повлиять, опять-таки, на вашу финансовую сторону жизни. Вот.
И негативно, тут разбитое сердце. То есть вы пострадать можете. Вот так вот. У кого-то это начальство, у кого-то это, я не знаю, там какой-то финансовый отдел, там кто там что там планирует, бухгалтерия какая-то, я не знаю, на кто насчитывает там ваши премии, может бонусы какие-то. Ну, тут больше как начальство. Ну, кстати, вот этот человек, он может там вот этому начальству нашептывать, что-то тут манипулировать по дьяволу. Тут такие могут хитросплетения быть, тут такие могут быть сговоры, заговоры, манипуляции. Тут капец, по дьяволу деньги. Подставы могут быть попытки вас очернить, где-то попытки. Ну, скажем так, тут вопрос такой, с кем из ваших недоброжелателей, да, скажем так, он поддерживает связь. С теми, от кого вы материально зависите. Да, вот так. Какую свою тайну, нет, вашу тайну, да, какую вашу тайну он уже сделал достоянием общественности? Ярость, свобода, черная лиса. Скажем так, может быть, он случайно там стал свидетелем, я не знаю, может, участником вашего разговора, как будто бы какая-то тайна, то, что вы старались от многих скрыть. У кого-то это связано, может быть, вы стараетесь изменить свою жизнь, карта свобода, то ли материально стать независимой, то ли, в принципе, новое место работы ищете, новые какие-то способы заработка у кого-то, это тоже сюда могу так прочесть. Как будто бы вы хотите свои крылья расправить, вот. Ну, у кого-то это прям улететь из этого, не знаю, как это, общества, из этого коллектива у кого-то, да, вот как будто бы вот это, вот какие-то свои планы вы могли где-то поделиться, а могли даже с кем-то другим делиться, этот человек стал случайным, там, не знаю, слушателем. Вот он это все уже передаст, трансформирует, правильные слова добавить, да, дабы вас выставить в нужном свете. Вот по поводу вашего, может быть, желания где-то реализовать себя, может быть, отделиться от коллектива, это все сюда. И первая карта ярость, еще я могу прочесть, знаете, какую вашу тайну сделал достоянием. Если вы там, может быть, кому-то возмущались по поводу того, что там есть какие-то ограничения там, ну, в рабочих моментах, может, со стороны того же начальства, да, есть какие-то там директивы, указания, жестко там пытаются наебать, сделать какие-то ценные указания, да, еще что-нибудь, как будто бы вы могли тут злиться. Ну, это может связано с объемом работы, типа объем работы увеличивается, а заработная плата, там бонусы, премии уменьшаются. Ну, я утрирую, но вы поняли, да? Кстати, если вы могли что-то так как-то высказываться тут яростно, зло, быть недовольны, ну, тем же начальством, той же политикой этого начальства, это все уже передано, уже все перекручено, добавлено, ярких красок добавили, раскрасили и уже в нужные ушки влили информацию. Ну, вот так вот. При этом вы точно не хотели бы, чтобы это, ну, доходило в эти ушки. Как-то, особенно в таком варианте, в котором этот человек рассказал все. Так, как вывести на чистую воду этого недоброжелателя? Обезопасить себя, да? Как дезинформировать этого предателя? Ну, я не знаю, мне показано. Карта друзья невозможно. Какая карта? Ну, знаете, говорят, самое страшное для наших недоброжелателей, для наших врагов, это наш успех, да? Не стоит много информации, это понятно, сливать, свои энергии сливать на желание там противостоять кому-либо. Тут основное, что вам говорят, цветите и пахнете, вот вы выбрали, у вас есть цель, мечта, предназначение, то, что вас вдохновляет, зачем вы идете, да, вот о чем правда мечтаете и хотите это реализовать, воплотить в реальность. Вот говорят, иди этим занимайся. И не обращай внимания на
вот этих серых кардиналов. Но при этом показана искренняя дружба, да, если человек будет к вам там проявляться, и вы так прям будете считывать это. Он говорит, это невозможно. С этим человеком невозможно. Вот просто невозможно. Не теряй время. Может быть, внешне, да, и создавая вот такую, как это, иллюзию, да, этой дружбы, вот такие какие-то шуточки, да, такое общение, может быть, даже флирт какой-то поверхностный. Но на самом деле утрата нет. Этот человек, ну, не стоит того, чтобы вы свои шансы, свою энергию, свои возможности, это все вот теряли. Как-то так мне показано. Уже как будто бы не один раз вы сталкивались с тем, что человек может быть таким двуличным. Тут искренности ноль. Тут манипуляции. Сплошные манипуляции. Ну, вот какой-то такой у меня сегодня расклад, девочки, получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.